Идет прогрессы какие-то некие в определенных сферах. Мы неуязвимы. Я вот стою, мелочно проезд стреляю. Чем гордиться? Постепенно шло внедрение в головы того, что у нас нет того, чем можем гордиться. Поднимаемся потихоньку. В космосе как мы поднялись? Вот, ну это все благодаря Путину и все. Денег на еду, может, иногда не хватает. Народом. Сколько этих приезжих людей помогают. Спасибо Владимиру Владимировичу и Шойгу обоим. Вся наша политика строится на том, что у нас всегда окружают одни враги. Новый феномен международной жизни – цветная революция. Больницу надо и Шойгу, и всем остальным. Я не вижу, чем бы мы могли гордиться. Бандитизмом, начиная с самых высших кругов. Российская Федерация, и сохранила свои границы, это уже как бы достижение. По мнению Шойгу, некие внешние силы внедряют в головы россиян, что нам нечем гордиться. Вот как вы считаете, чем мы можем гордиться за последние 60 лет? Здрасте. Мы за последние 20 лет столько сделали, что будь здоров, ребята. Например, расскажите. Система здравоохранения, система образования, вооруженные силы и куча и тому подобное. По мнению Шойгу, какие-то внешние силы. Это кто так? Может, его нафиг с поста за такие слова? Может быть. Чем гордиться? Я знаю, что можно Смотря с чем сравнивать. Не знал, что такси будет долго. Если с высшими странами, то нечем. Если с Африкой какой-нибудь, мы, конечно, красавчики. Повальной нищетой. Это же замечательно. Мы можем себе позволить ничего, например. Вся наша политика строится на том, что у нас всегда окружают одни враги. И это удобная политика, но мы забываем одну маленькую вещь, что мы должны прогрессировать. Из-за этого, конечно, Шойгу может говорить о том, что у нас, может быть, хотят украсть технологии, которых у нас нету. Сколково тому пример. Может быть, хотят украсть какие-то невероятные разработки в области космоса. Рогозину привет. Может быть, не знаю, что угодно. Военные технологии. Может быть, исключительно... Самое главное, что говорят, это то, что у нас армия стала сильнее, мы стали как-то более обороноспособной страной, но за 20 лет, или за сколько, за 60 лет, это единственное, чем мы можем гордиться, и я думаю, что другим странам это не надо абсолютно. У всех совсем другой вектор направления. А так нищету у нас могут украсть. Чем гордиться? Вопрос, конечно, сложный. Я думаю, то, что страну развалили, да и все. А так, раньше гордились армией. Сейчас, да, армия у нас такая, нормальная, более в это. А остальное нет, нечем гордиться. Во-первых, мы можем гордиться то, что наконец-таки забрали Крым. И в целом это более так приятно. Я вот сам в этом году приехал еще тем, что как бы хоть и как-то боремся с ковидом этим, но тем не менее смертность более понижается. В этом нас тоже обвиняют. Я не говорю уже про Крым, про Украину, про права человека, в чем там нас еще обвиняют. В общем, во всем. Но это смешно, но это не внешние силы. Это, скорее всего, они сделали так, что нам нечем гордиться. Нечем гордиться за последние 30 лет. Последние 60 лет, может быть, еще чем-то и было, может быть, гордиться. Больницу надо и Шойгу, и всем остальным. А если нам чем гордиться-то за 60 последних лет? Вот как вы считаете? А смысл какой? Вот я езжу в Европу, я знаю, чем там как-то какими-то достижениями в жизни можно гордиться, уровнем жизни. Мы таким не можем похвастаться. Я не знаю, с какой страной можно сравнить. Какая-нибудь Черногория. И в Германии часто вопрос задают. Почему вы ненавидите Путина? Я его реально ненавижу. Задают этот вопрос, а я отвечаю, потому что мы живем в самой богатой стране, а уровень жизни у нас на уровне третьих стран. И плюс все остальное. Оружием, технологиями. Какими технологиями? Вооружение, технологии вооружения, все, оборона, все. Больше ничем, мне кажется. Это хорошо или плохо? Это отлично, это отлично. Мы неуязвимы. Нам есть чем гордиться за последние 60 лет? Вот как считаете? Нет. Как были те правительства говно, так они и есть. Повышенной смертностью, детской беспризорностью, бандитизмом,
начиная с самых высших кругов. Вокруг вот эти мигранты шастают. Еще немного, и вы уже не сможете вот так вот выйти спокойно. Они уже будут диктовать вам условия. Так что вот эти вот достижения, то, что наш Вован сделал. Гордиться? А надо ли ты чем-то гордиться? Денег ни у кого нет, гордость-то какая? Я жил при Советском Союзе, я могу сравнивать этот мир, вот взгляните, вот этот современный мир, вот. И я помню эту бедность лет 20, лет 30 назад. Я скажу откровенно, не согласен с Шойгу. Я не вижу, чем бы мы могли гордиться. Да, действительно, в 1961 году был полет Гагарина. Ну, надо сказать, полет Гагарина был в военных целях. И Гагарин там жизнь свою рисковал, потому что не все механизмы были отработаны. Но в 1962 году в Новочеркасске вспыхнуло восстание, потому что в магазинах не было элементарно мяса и колбасы. Понимаете, он зачем запускать космические корабли? Надо сначала, наверное, решить вопрос о мясе и колбасе. Вот именно. Значит, Шойгу милитарист. Вот именно. Я считаю, что России нужен покой и порядок. Я считаю, что мы не должны завоевывать соседние страны. Вот именно. Если объединяться только спокойным, мирным путем. Присоединяются к сильным, развитым. Вот именно присоединяются. А к бедным кто присоединится к бедным? Кому мы нужны бедные? По мнению Шойгу, некие внешние силы внедряют в головы россиян, что у нас нет того, чем мы можем гордиться. Вот как считаете, за последние 60 лет нам есть чем гордиться? Есть чем. Народом. Умными ребятами. У нас очень много умных. Но те, которые захватили власть, как подобно этим сейчас за правилом, которые там евреи, можно сказать, евреи, вот они-то и навязывают нам. За последние 60 лет, ну, не знаю, полетом Гагарина, наверное, 60 лет назад. Уже больше. Ну, уже больше. Тогда не знаю, не готов ответить. Нечем, видимо. Да не особо. Да не особо. Я вот стою мелочно проезд стреляю. Чем гордиться? Россией. Поднимаемся потихоньку. Где, в чем поднимаемся? Хотя бы внешняя политика. А в чем мы поднялись во внешней политике? Я, кажется, благодаря Путину во многом. Ну, например. Также и состояние с Соединенными Штатами. Прогресс есть. Относительный. Да я вижу, что он есть, наоборот. С Украиной более-менее. А с Украиной что? На место ставит. То есть поставить Украину на место, это есть подъем для России? Да это не подъем, а просто люди стали понимать, что к чему. Ну, за последних 30 лет точно нечем. Сила это кто? А вот это вопрос к Шойгу. Нет. Вообще нечем. Конечно, нечем. Безработных больше, бездомных больше. Вот. Сколько, как падших людей на улицах умирают. Чем можем гордиться? Ничем. Не знаю. Вот за последние 60, может, что-то есть? Я столько не живу. Ничего не было за 20-15. По сравнению с тем, как было лет 20 назад и что сейчас, все-таки как-то поприятнее жить немного. А в остальном, чтобы что-то такое ярко выдающееся, не знаю. Именно в Москве, да? Именно в России. Ну, то, что, в общем, все телевизируют, в общем, все. То, что идет прогрессы какие-то некие в определенных сферах. В каких сферах и какие прогрессы? В науке там, вообще цивилизация, вообще то, что новостройки строят и так далее. То есть, что новостройки строят прогресс, считаете? Ну, отчасти, возможно. А вы как считаете? То, что улучшились дороги, построили больше домов, подняли больше зарплату россиянам, это тоже, несомненно, хорошо. То, что мы можем жить нормально. А цены на продукты питания не подняли больше, чем зарплата россиян? Поднялись, не больше, но все-таки поднялись, и я считаю, что это минус, потому что денег на еду может иногда не хватать, и это большой минус. Нашей армии, я думаю, все. А кроме армии? Не знаю. За 60 лет, думаю, да. А чем, например? Чем именно? Ну,
той же самой Великой Отечественной войной, где мы победили. Великая Отечественная война... 70 лет назад. А я тебе говорю про 60. Да, все, понял, извиняюсь. Блин, за 60 лет. Думаю, да, тем же самым прогрессом, в принципе, который в стране, особенно с оружие, которое у нас есть, и все тому подобное. То есть этим, я думаю, в принципе, можно гордиться. Кроме оружия. А так, даже не знаю. Я не слежу особо за прогрессом в стране. За 60 лет много чего произошло, но... Это конкретно что? Достижение космоса не входит в 60 лет? А какие у нас достижения космоса за последние 60 лет? 60 лет Гагарин полетел в космос. Полетел раньше. Российская Федерация, и сохранила свои границы. Это уже как бы достижение, укрепление там армии, мощи своей. По мнению Шойгу, какие-то внешние силы. Какие-то, то есть... Какие-то. Сторонние? Это надо спросить у Шойгу. Что такое Шойгу? Шойгу – это министр обороны России. Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать вместе. Можно гордиться тем временем, в котором мы сейчас времени живем. Но я счастлив, то, что я живу в 20-х годах, а не в 90-х. Я не представляю, что я делал бы в 90-х. Там конкретно ты либо преступник, ты либо сидишь. Сейчас как-то побольше возможностей есть хотя бы как-то существовать. Армию поднял Путин за 60 лет. Это единственное, что... Больше я пока... за 60 лет много. Что? Космос, все, что было, Советский Союз, что был. А в космосе как мы поднялись? Это все благодаря Путину, все, я так говорю, все. Родителями, своей семьей, все. Все сделано замечательно. Зря возмущается народ. Сколько стройки, сколько метро, сколько автобусов, сколько школ открыли, сколько этих приезжих людей помогают. Спасибо Владимиру Владимировичу и Шойгу обоим. Вы знаете, что я россиянка, а моя подружка, она из Словении. Поэтому давайте мы комментарии не будем давать. По мнению Шойгу, некие внешние силы внедряют в головы россиян, что у нас нет того, чем мы можем гордиться. А как вы считаете, чем мы можем гордиться за последние 60 лет? Вы знаете, вообще гордость в человеке в соответствии с ценностями, нашими ценностями, это грех, и смертельный грех. Так что то, что вы спрашиваете, вы хотите, чтобы я признался, что мы идиоты? Нет. Гордиться ничем не нужно. Нужно просто, грубо говоря, верить в Бога и все. Люди бывают солидарны между собой. У меня была авария, прорыв трубы. Соседи пришли, поддержали, эту воду вместе черпали. Только какая-то дружба. Армией. А еще? Трудно сказать. Не знаю. Есть нам вообще? Ничем. А как вы думаете, кто виноват в том, что нам нечем гордиться? Скорее всего, все подряд. Не жалко вам будет Шойгу с Лавровым в Государственную Думу-то отпустить? Жалко. Они на своем месте хорошо работают. И коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», оно реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей.